Добрий день. Доброго дня. Ви Лілія Анатоліївна? Да. Присаджуйтесь. Мене звати Володимир, я журналіст. Спілкуємось з полоненими, спілкуємось з людьми, які співпрацювали з РФ. Я понял. Поговоримо з вами? Конечно. Я можу українською. У мене одне запитання. Ви просили вас поміняти? Да. Тоді російською. Хорошо. Как думаете, почему? Мне нужно куда-то надеть вам микрофон. Аккуратненько вот так. Как думаете, почему по-русски общаемся с учетом того, что вы попросили вас поменять? Ну, У нас свободное общение, у нас не допрос. Я Вы понял. можете говорить, как считаете нужно. ну, потому что я еду туда, к русским, а не остаюсь здесь. Правильно? Ну, еще не едете, конечно, Ну, понятно. но они же там должны услышать. Ну да, Вы же для них как бы своя, конечно. а они своих что? Не бросает, Вот видите. да. Ну и как думаете, заберут вас? Не знаю. У меня ваш приговор. Надо кратко поговорить по вашему делу, что вы сделали. Давайте вы представитесь, и, во-первых, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, откуда вы? Удом Лилия Анатольевна, Так, 28.10.78 года рождения. так, Уроженка Херсонской области, Каховского района, село Дудчино. так. Ваша водичка, если хотите. Спасибо. В кадр попадает только моя, все подумают, что я пью, а вам не налил. Спасибо. Так нельзя. Ну, рассказывайте тогда, что случилось, за что вас осудили конкретно. За измену Родины, за Это- помощь стране-агрессору. Это я вижу. Часть 2 статьи 111 Да. УК Украины. Так, а конкретнее? Что произошло? Ну, что именно вас интересует? А как Все- там написано? Так, как здесь написано, и может быть здесь чего-то еще не написано. Да? конечно, Это же там- будет сухо, если я буду приговор сейчас сидеть читать. Вы же Ну можете да. вместо меня все рассказать. В приговоре написано, что сдавала военные объекты, Так. Так. передвижение военной техники и такое прочее. Так. Но вы этого не делали или что? Или... Ну, отчасти да, Отчасти делали или отчасти не делали? делала. Делали. Так расскажите, что делали. Где находятся блокпосты, передавала. Это где? В Херсоне там у вас? Нет, здесь, Житомирская область. А вы здесь жили, да, уже? Да, я жила здесь. А в Житомирской области вы проживали, у вас семья, Да, дети? да, 3 3 детей. сыновей. Да, Муж есть. есть муж. Муж знал о вашей деятельности? Нет, никто не знал. Никто. А как на вас вышли? Через интернет. Начали вам просто писать, да? Да. Это Телеграм, может, Фейсбук, не знаю, там Одноклассники. ВКонтакте. ВКонтакте, ну, логично, да. И что вам написали? Чтобы я помогала им. Я согласилась. Это за деньги? Я от денег отказалась. С ума сойти. Да. Вы такая идейная прям? Да, я такая идейная. Почему? В смысле, почему? Ну, почему вы такая идейная? Что Потому вас что не меня не движет? устраивает то, что происходит на этой Украине. Раньше мне нравилось, и я любила свою страну, свою родину. Так. Почему перестали любить? Ну, да, после 2014 года и все, что начало происходить после 2014 года, меня совсем не устраивало. А что конкретно вас смутило в 2014 году? Конкретно это революция, потом начало войны. Для чего это все было?
Начало войны из-за чего На произошло? Донбассе, я имею в виду. Из-за чего произошло начало войны? Потому что Крым и Донбасс отказался подчиняться законам, бессмысленным законам. Каким именно бессмысленным законом? Зачем было сметать Януковича, зачем было делать этот Майдан? Нельзя было подождать чуть-чуть. Нормально, дипломатическим путем переизбрать. Вы Януковича спрашивали об этом? При чем здесь Янукович? Ну, Почему я его должна спрашивать? Не Янукович же выходил на Майдан, правда? Янукович убежал из страны. А у него выбор был? Да. Конечно, нет. Да, это мое мнение. Вы сказали вам объяснить, нет. рассказать? Я просто по поводу выбор нет или выбор есть, это действительно ваше мнение, потому что... Ну, это мое мнение. Он как президент должен был оставаться в стране. И что было бы? Переговоры какие-то проводить. Да. С кем? Кто хотел слушать? Так там даже был этап переговоров, он даже сказал, что подпишет соглашение с Европейской ассоциацией, потом обманул, не подписал. Да потому что он знал, что будет, если он это все подпишет. И что же будет? То, что сейчас происходит. Что? Что? Россия нападет? А при чем здесь Россия? Потому что сейчас Россия напала на Украину. Это даже конечно. в России не отрицают. Сейчас да. Но. А 9 лет назад кто напал на Донбасс? Россия. Давайте с Крыма начнем. Мы же по хронологии. Крыма. А Крым что сказал? Мы прекратите все, что творится на Майдане, либо мы будем вынуждены просить Русскую Федерацию. Российскую. Российскую. Что значит Крым сказал? Это какой-то коллективный разум? Причем здесь коллективный разум? При том, что я, например, слышал из Крыма самые разные мнения. И на Майдане люди были из Крыма в том числе. Ну, в Крыме свои были власти, правда? Они же выступали. Это все показывают по телевизору. Какие свои официальная позиция Крыма какая-то была? Да. Нет. Это уже когда... Ну, это ваше мнение. У меня свое мнение, у вас свое мнение. У каждого своя точка зрения. Правильно? Ну, верно, верно. Я просто руководствуюсь фактами, а вы точкой зрения. Официального заявления от правительства Крыма как автономной республики Украины не было никакого. Как же не было? Ну так. Вы говорите, правительство Крыма захотело тогда отсоединиться. Именно от автономной республики Крым. Да. Да? А почему же в таком случае нужно было захватывать зеленые человечки? Зачем это все нужно было делать? Да потому что зачем было посылать туда своих тетушек? Не тетушек, а как они там назывались, ваши украинские. Они же там тоже свои дела делали, правильно? И там хотели переворот этот сделать. То есть вооруженных людей из РФ вы там не увидели, да? Вот этих самых зеленых человечков. А каких-то тетушек вы себе увидели там, да? Да. Понял. Ладно, а военную технику России на Донбассе, добровольцев вы не заметили? А ваши почему бомбили Донбасс? Кто первым начал бомбить Донбасс? А? При чем здесь Россия? Легче всего перевалить все на кого-то, а свою вину не осознавать. Правильно? Вы знаете, по поводу бомбить Донбасс, кто начал, давайте... давайте разберемся. Да. Да, давайте. Кто вообще первые погибшие на Донбассе были, вот начиная с 2014 года? Люди мирные. Да, мирные. Мирные. С чего это началось? С чего?
Ну, С того, вы что- считаете меня необразованным, давайте. Я не считаю вас необразованной, я считаю вас ограниченно информированной. Да, вы что? Да. Это не так. Ну вот я спрашиваю вас, какие первые смерти произошли на Донбассе, начиная с... Мирное население. Правильно, мирное население. Которые- Проукраинские активисты, которые вышли с украинскими флагами, с украинской символикой, под украинский гимн, на акции. Бендерофашистскими, правильно? Украинскими. Нет, бендерофашистскими. Почему они бандерофашистские? Ну, а чьи же? Но если вы говорите, Вы что... же сделали Бендеру предателя, патриотом. Правильно? Я еще раз вам повторяю. Синьо-желтый прапор, знаете, что это такое? Что? Я знаю. Ну, причем здесь бандерофашистский? А при чем здесь ваш Это прапор? национальный флаг Украины. Да? Да. Вот люди вышли с такими флагами в 2014 году, с нашей национальной символикой, под наш национальный гимн. И стали говорить о том, что мы не хотим никаких разделений, сепарации Донбасса. Мы за Но не свободу. все же. Мы начали... И они мы были не начали с Донбасса, а мы приезжие. мы Там Нет, они были с выступали. Донбасса. Конечно. Они были с Донбасса, да. Да, конечно. Мы начали с того, кто первый погиб. Так вот, первыми начали убивать там этих людей. А начали убивать завезенные как раз таки тетушки. Да? Хорошо. Хорошо? Пусть будет так. Я не буду спорить. А почему плохо тогда? Почему вы тогда считаете, что во всем виноваты мы? А кто же? Да потому что мы были на своей земле и хотели жить на своей земле. Почему мы в этом виноваты? Какая наша вина? Вы на своей земле, так живите на своей земле. Да. А почему же ущемлять? То ріднею ненькою вам должны все разговаривать, а может кто-то не хочет. В смысле должны все разговаривать? Ну, а Кто вас что же? заставляет разговаривать? Почему у меня национальность забрали? Выдали всем паспорта. Все мы украинцы, да? Да. У меня первый паспорт был советский. В нем отметка была русская. Почему у меня забрали? И поставили штамп, что я украинка. Я не украинка. То, Так что вы я же говорите- родилась Вы же здесь. говорите, до 2014 года жили, вас все устраивало, все нормально было. Ну, Сейчас уже к устраивало. Советскому Союзу откатились. А это моя родина. Так, но ее не стало, вы не Ну и заметили? что? А кто ее предал? Не я ее предавала. А Кто развалил кто же ее Советский предал? Союз? Ну, а кто же Почему ее обманули людей? предал? Я не знаю, кто Первый обманул. референдум был. Тоже мы. Бандера обманул? Бандеры. А Так, кто же еще? так. Какой был первый референдум? Ну, давайте вспомним. Давайте вспомним. Давайте. Ну так давайте, вы же об этом начали говорить. А вы, может, не скажете, нет? Какой был первый референдум? Да. Результат. Я помню, этого что референдума. серьезные Сколько процентов? шахтерские были, серьезные Сколько шахтерские протесты процентов по были. всей Украине проголосовали? А, вы имеете в Да. виду результат референдума Да, 91 результат. года? А потом что сделали? Обманули, опять сделали референдум, обманули людей и все подтасовали, и что получилось? Ну, вот За видите. развал. Ну вот вы говорите, все подтасовали. Ну А откуда у вас что? такие данные, что все подтасовали? А у вас на Украине только это делается. А у нас, у вас у на нас только так и делается. Да, Да? у вас. А у вас там? А не у нас делается? там нет. А у нас там нет. У вас там все честно. Да, у нас там все честно. А у вас нет ни совести. Так а что было предтечей референдума? Почему вообще начали происходить эти референдумы? Где было управление Советским Союзом? Потому что идиота Горбачева Так, избрали. так. Продажного. Так. Который Америке смотрите, продал. Советский Союз, да, им управление происходило из города Москва. Да. Так, да? Да. То есть они там у себя в Москве, если даже следовать вашей логике, условно и грубо говоря, просрали эту всю историю, да? А мы виноваты? А вы всегда честный.
Знаю. Я знаю только, что у нас действительно большинство проголосовало за независимую Украину. Да, И это очевидно. А я знаю совсем наоборот. Это также очевидно, как количество пророссийских граждан. Вот, например, вы одна такая, как думаете, на какое число? Что на какое число? На какое число населения? На какое количество людей вы одна такая? Я? Да. Не знаю. Я думаю, на сотни тысяч. Да? Ну да. Это хорошо. Хоть на сотню тысяч я одна. Да, хоть в этом, да? Да. Понял. Хоть в этом. Понял. Да и не только. А еще в чем? Ни в чем. Просто интересно. А что? В чем вы еще такая уникальная? Я? Да. Есть уникальность. Но вам я это не скажу. Жаль, так хотелось услышать. Да? Ну и далее, что ж тут, вот, значит, ВКонтакте, вот вижу, что вы сконтактировались с такими-то лицами, такие-то номера телефонов, в общем, да. Кстати, вы с военнослужащим разговаривали? Я с ним не разговаривала, я с ним переписывались. Ну, общались, да, общались. Вот. Да, он был зарегистрирован ВКонтакте. Да. В общем, так. И вижу, что вы реально сообщали координаты и блокпостов, и расположение украинских военных. Так? Да. Вы Так понимали, было? что туда? Конечно, понимал. Прилетало туда что-нибудь? Нет. Не прилетало? Нет. Вы сожалеете об этом? Нет. Почему? Да потому что туда и не могло прилететь. Почему? Это все была Филькина грамота, чтобы сдаться. Филькина грамота, чтобы сдаться? Кому и куда, и от кого? В СИЗО попасть. Вы хотели попасть в СИЗО? Да. Это была ваша цель? Да. Зачем? Честно? Да. Помочь устроить обмен. Вы, когда сдавали все эти позиции наши, вы руководствовались альтруистической целью устроить обмен? Да. Обмен военнопленных. Так. То есть вы хотели, чтобы вас поменяли на кого-то из Нет, украинцев? не меня. А кого? Русских солдат вытянуть из СИЗО. Ага, извините, сразу не понял. Да, тяжелая Конечно, немножко концепция. Каким образом вытянуть из СИЗО? Это не важно. Для вас это не важно, я не скажу. Это важно для истории. Для истории? Да. История меня уже поблагодарила 7 лет. 7 лет мне дали. История поблагодарила. Очень. Дело в том, что Я очень благодарна. Дело в том, что то, что Неньки Украины. Да. Дело в том, что незалежный. Да. Дело в том, что то, что вы делали, Да. наказуемо Я знаю. с точки зрения законодательства Украины. Неньки вашей Украины. Да. Вашей, не моей. Нашей. Нет, не моей. Хорошо, моей. Хорошо. Договорились. Да. А вы, ну да ладно, прошли уже мы эту историю, ясно. Так а как вы солдат хотели вытягивать? Ну серьезно, правда, мне по-человечески интересно. Ну расскажите. Нет, не скажу. Но план был таков, попасть в СИЗО? Да. Я туда попала. И я помогла. В какое СИЗО вы попали? В Житомирске. Вы попали в Житомирское СИЗО? Да. И помогли выдать на обмен российских солдат? Ну, это не важно как. Я этого не скажу. Я сказала все, что могла. Все. Еще вопросы? Конечно. Какие? Очень много. С вами так приятно общаться. Да вы что? Да. Во-первых, очень интересно, как это вы собирались сделать, но вы об этом уже мне не скажете, да? Конечно, нет. Вот, ну, понятно. Значит,
Вы говорите... Ну, я понимаю, вы хотели это услышать. Правильно? Я хочу... Вы понимаете, для чего мы записываем видео? Я вам Я сообщу. понимаю. Да? Я понимаю. Вот. А вы что, хотите, чтобы я вам все вот так раз и рассказала все? По полочкам вам разложила? Нет. Было бы неплохо. Да нет. Почему? А потому не буду я вам ничего говорить. Я сказала то, что считала нужным. Больше я ничего не скажу. Вы считаете, это Даже секретная для информация? истории, как вы Вы сказали. считаете, это секретная информация? Да. Но у вас же так не получилось, правильно? Как не получилось? Ну, вот так. Да я и не пытался. Ну, и мне просто чисто Да схема вы была вообще, интересна. я имею в виду Украину, она вообще ничего не пыталась. Что вы имеете в виду? Людям помочь, Каким людям? военнопленным, даже своим, правильно? Постоянно помогаем, Да, конечно. насколько можем. Это сейчас, а вначале никто не думал. Вы за какое начало говорите? Вы за 14-й год говорите? Нет, за 22-й. С самого начала? Да вы что? С самого начала, да, вот идут обмены, Ну и слава Богу, что они идут. и мы всегда готовы. И вас, я даже с вами приехал здесь разговаривать. Одна из моих целей — это как раз-таки выдать вас туда и забрать вместо вас нашего человека. Вот таким образом вы можете поспособствовать обмену. Но вы говорите, цели такой именно у вас не было. У вас была цель вытянуть российских солдат из СИЗО. И вот я вот задаю вопрос, каким образом? Ну я не скажу вам, каким. Не скажете, да и не скажете, ладно. Я просто вам скажу, что это невозможно. Попав в СИЗО, вытянуть российских солдат из СИЗО. Возможно. Тем более попав в СИЗО по обвинению в 111 статье. Все возможно. Короче, у вас получилось, да? Конечно. Все, поздравляю. Сколько солдат вытянули? Не важно. Ага, ясно. Так, транспортные средства сообщали, да, куда какие двигаются? Ну да, Блокпосты? конечно. Все это подтверждается и свидетельскими показаниями. Да. Ну, в общем-то, вы этого не отрицаете, да? То есть в вашем случае приговор Я и нам с особенно самого не начала учитывать. не отрицала. Вы не то, что не отрицаете, вы даже утверждаете, что вы, наверное, еще раз бы такое бы совершили. Была бы у вас возможность. Это нет. Я такого утверждать не буду. А что бы вы сделали, как бы вы поступили? Не знаю, об этом не думала. Давайте подумаем вместе. Но я не хочу. Чего вы хотите? На обмен. Ну, вы же хотите своего человека оттуда вытащить, правильно? Очень. Ну. Не, по сути, наш с вами разговор уже, в общем-то, исчерпался в плане самых установочных моментов. То есть, да, я понимаю, и вы всеми своими репликами только что доказали, что вы для России прям своя. А поскольку они своих не бросают, то они должны вас вытянуть. Вот. А чтобы вас вытянуть, за вас надо отдать нашего человека. Я понимаю. А знаете, что Россия позабирала наших людей, ну, из той же Киевской области, вообще, которые вообще ничего не делали? Ничего не корректировали. И что? Не знаю, наверное, равноценно будет, если они отдадут несколько наших простых людей, которые ничего не делали, за такую, как вы. Суперспецагента, который наводил на... И что? Да ничего, мысли вслух. Вот. А еще... Сколько дали вам, вы говорите? 7. 7 лет? Да. Ну, помилование здесь без шансов, правда? Да, конечно. 7 лет. А еще, ну, вот хотелось бы, чтобы на вас посмотрели люди другие, которые занимаются подобными вещами. Пусть смотрят. И подумали, стоит им? Ну, это их проблема. У каждого есть своя точка зрения. Каждый выбирает свой путь в жизни. Правильно? Правильно. Пусть они решают. Ну, некоторые делают это просто неосознанно.
Они думают, что Ну, Россия тогда им пусть поможет, думают. Россия их спасет, Россия их заберет. Ну вот, глядя на вас, что-то вот так не скажешь. Да? Ну вот помогали вы России, а сейчас вы в лагере Ну и находитесь. шо? И все. Да? Да? И что? Это меня не страшит. Я понимаю, что в вашем случае вас, в принципе, вообще уже Да? мало что страшит. Конечно. А что ваш муж по этому поводу Не думает? знаю, я с ними не общаюсь. С какого момента вы перестали с ними общаться? С того момента, когда меня СБУ забрал. Так а у вас же есть здесь возможность связаться Я с... знаю. Вы не хотите этого делать? Пока нет. А дети? Услышать голос ребенка? Ну, это очень тяжело, но пока Но тоже они, не хочу. они могли бы даже к вам вот на свидание Я сюда знаю. приехать? Это разрешено? Это разрешено. То есть вы не хотите, это ваша Я не инициатива? хочу. Ну, они как-то пытались на вас выйти, писать вам Не письма, знаю. еще что-нибудь? Как вы думаете, они отнесутся к тому, что вот вы, не выходя даже на связь с ними, просто сейчас отправитесь в РФ? Не знаю. Это я к тому, что вам ничего не страшно и все довольно Нет. безразлично. Мне не страшно. И безразлично. Нет, не безразлично. Впечатление такое создает, что безразлично. Ну, это ваше впечатление, не мое. Но если вы можете пойти снять трубку и набрать своего ребенка. Сколько лет, кстати? Да какая вам разница? Для истории. Для истории. Ну, писать историю вы красиво умеете, это я знаю. Напишите вы. Вот у вас сейчас есть возможность поучаствовать в этом. Не буду я писать. Ну, свою Вы лепту вы сами уже внесли. напишите ее, вы специалисты в этом. И писать, и переписывать. Это ваше. Смотрите, видите, один телефон. Ну, и что? Вот оно вот как вот пишется, Ну, вот пусть так оно пишет. потом и в интернет попадает. Ну, пусть. Вот, пусть попадает. Вот и вы можете рассказать все, что вы считаете, ну, Но я нужно, все, что ничего вы не буду думаете. рассказывать. Все, что считала, уже сказала. Все. Больше вы ничего не услышите. Про Донбасс хорошо поговорили, да? Закончилось тем, что убивали украинских людей, вы говорите, нормально, классно. Потому что они с флагами с нашими. Потому что у меня Бандера гражданство. фашистскими флагами. Сине-жовтый прапор был гораздо раньше, чем родился Бандера. Хорошо. Чем о нем вообще появилось какое-то упоминание. Да, хорошо. Но там же были красно-черные еще, правда? Насколько я помню, была официальная символика Украины. Да. Да. Красно-черный. Но даже если кто-то и хочет с красно-черным, то это его право тоже. Да. 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 Правильно, вы на все имеете право. Уж никто. Мы демократическая свободная страна. Конечно, особенно Украина демократичная. Да. Да вы что? Да. Да У вы нас на Конституцию у нас- плюете. Каким Вы образом? демократические. Каким образом? Ой. Все, я все сказала, больше общаться не хочу. Общение у нас строго добровольное, поэтому Всё. если не хотите, то спасибо вам за разговор. Вам тоже. Я могу идти. Конечно. До свидания. До свидания.